Отдельная благодарность тем, кто поддерживает канал на Boosty и Patreon. Приветствую, на связи Александр Поляк, и это эксклюзивный материал, в котором вы узнаете, что мне ответил один из ведущих разработчиков игр GTA, а именно Оби Вермей. Он присоединился к команде DMA Design в 1995 и был свидетелем создания первых частей Grand Theft Auto, а позднее в 1999 он уже входил в команду, занимавшуюся разработкой GTA 3, и с того момента он был техническим директором в Rockstar North, вплоть до выхода GTA 4 и дополнения The Lost and Damned. В конце 2023-го он завел текстовый блог, в котором стал рассказывать интересные подробности из своего опыта работы над старыми играми GTA, но вскоре Оби удалил этот материал, чтобы не доставлять неудобств нынешней студии Rockstar North. Тем не менее, он любезно согласился ответить на некоторые мои вопросы, за что я очень благодарен. Кстати, если вас интересуют крутые факты из удаленного блога, то найти их можно в одном из моих прошлых видео. И еще, однозначно советую подписаться на Twitter Оби, ссылку на который оставляю в описании, ведь там иногда встречаются интересные факты из истории создания GTA, которые можно узнать только от реальных разработчиков. Для участия в этом видео я также пригласил Юрия с канала SevenWorks, который озвучит ответы от Оби. И думаю, вы уже догадались, что на канал Юрия тоже следует обратить внимание. В общем, осталась лишь небольшая рекомендация, и мы наконец приступим к самому интересному. Когда ты досмотришь это видео, советую заглянуть на проект Hustle Online, где ты можешь воплотить свои желания в рамках увлекательной игры на основе GTA. Здесь можно стать уличным гонщиком или поднапрячься и стать криминальной шишкой. Тут ты можешь найти компанию друзей, тусоваться и развивать персонажей вместе с ними. Короче, здесь ты можешь попробовать все. Заходи на 14-й сервер, вводи мой ник при регистрации, а также промокод большими буквами, и ты получишь денежный бонус для более легкого старта игры. Также прямо сейчас Hustle Online разыгрывает настоящий золотой Гелендваген и множество других призов. Все подробности по ссылкам в описании. Вливайся! Здравствуйте, Оби. Спасибо за то, что согласились пообщаться. Для меня это много значит. Итак, вы проработали в DMA Design и Rockstar North 14 лет, и я подумал, что будет символично задать вам именно такое количество вопросов. Хотя, поверьте, это меньше из того, о чем я хочу спросить. Как мне показалось, из всего опыта работы над серией GTA, период разработки GTA 3 оставил у вас наиболее приятные впечатления. Но что если вы представите себя обычным игроком? Какая игра этой серии была бы вашей любимой? Действительно, мне больше всего понравилось работать над GTA 3. Мне нравится решать новые задачи, а в GTA 3 все было новым. Наша команда была маленькой, поэтому каждый ее участник был важен. Как для игрока, думаю, моя любимая игра в Vice City. Технически это примерно то же самое, что и GTA 3, но дух Майами 80-х подходил просто идеально. Садиться в первую машину и слушать Билли Джин в исполнении Майкла Джексона было впечатляющим для видеоигры моментом. Версия GTA на ПК, например, San Andreas, воспринимается многими игроками как порт релизной версии на PS2, которая обычно поступает в продажу заметно раньше. Но со временем игроки заметили некоторые вещи, указывающие на то, что версии для PS2, ПК и Xbox, вероятно, разрабатывались параллельно, поэтому имеют массу отличающихся друг от друга деталей и багов, зачастую улучшенных и исправленных в PS2 версии, которая вышла раньше остальных. Можете ли вы внести ясность в этот вопрос? Подозреваю, что игра сначала разрабатывалась для PS2, а на определенном этапе команда была разделена за несколько месяцев до выпуска версии для PlayStation 2, чтобы продолжить разработку для других платформ, унаследовав исходный код и ресурсы, которые были доступны на тот момент. Это объясняет несоответствия и упущения, исправленные в PS2, хотя она вышла раньше. Верно ли это предположение, или разработка портов, если это технические порты, велась как-то иначе? Что касается GTA 3 и Vice City, сначала мы закончили версию для PS2. После этого программисты приступили к работе над версией для ПК. Никакого разделения, как вы предположили, на самом деле не было. Для San Andreas мы доделали версию для PS2 и потом передали ее на конвертацию. Опять же, до того, как она была закончена, другой разработки не было. А в GTA 4 ведущей платформой для нас был Xbox 360.
Тут я должен дать отдельный комментарий. Меня очень удивил этот ответ, ведь он опровергал некоторые мысли, которые я ранее озвучивал в парочке других видео. Так что, имея на руках убедительные факты, я решил задать еще один уточняющий вопрос для Оби. Звучит он так. Если San Andreas на ПК и Xbox это полноценный порт версии для PS2, то почему эти более поздние версии содержат ошибки, которые ранее были исправлены на PS2? После этого я привожу некоторые конкретные примеры и пишу следующее. Таких деталей еще десятки, которые в большинстве случаев дают понять, что версия для PS2 более доработана, чем поздние релизы. Конечно, есть и обратные примеры, когда ошибки из PS2 исправлялись на ПК и Xbox. Можете ли вы сказать, почему так могло произойти? Вот какой поступил ответ. Я мало что помню о портах на PC и Xbox. Код, должно быть, был разветвлен за пару месяцев или недель до того, как версия для PS2 была завершена. Некоторые ошибки были исправлены только в версии для PS2, а некоторые только в версиях на других платформах. Эти слова делают картину более ясной. Я и некоторые игроки действительно ошиблись, когда на основе ряда фактов сделали вывод о параллельной разработке и, соответственно, о том, что версии на ПК и Xbox это не совсем порты версии на PlayStation 2. Получается, их все-таки стоит считать портами, но это и не отменяет факта разделения разработки, которое случилось за некоторое время до первоначального выхода игры на PS2 и создало целый ряд отличий. Таким образом, схема, которую я приводил ранее, более-менее соответствует действительности, но теперь ее более корректный вариант должен выглядеть так. Что ж, хорошо, что с этим мы разобрались. Возвращаемся к интервью. Следующий вопрос, как я позже выяснил, не имел никакого смысла, так что его, как и ответ Оби, лучше просто пропустить. Итак, 4-й вопрос. Лесли Бензис однажды упомянул, что были планы создать в San Andreas нескольких играбельных главных героев. Позднее игроки нашли остатки кода игры, связанного с этой системой. Что вы могли бы рассказать об этом? Мы постоянно выдвигали разные идеи, но серьезных планов реализовывать нескольких играбельных персонажей у нас никогда не было. Как известно, в GTA San Andreas присутствует солидный выбор холодного оружия, некоторое из которого может использоваться игроком как подарок для девушек-протагониста, в частности цветы и фалоимитаторы. Игроков давно мучает вопрос, почему трость занимает слот подарка, то есть заменяется цветами и фалоимитатором, а не находится в слоте обычного холодного оружия. Если вы не знаете об этом, то, может быть, хотя бы сможете предположить, почему так было сделано. Понятия не имею. Честно говоря, для San Andreas только продюсер, то есть Лесли Бензис, знал все детали. Конкретно я участвовал в создании миссии, и только в том случае, если для этого была техническая необходимость. В середине 2000-х Take-Two зарегистрировала торговую марку GTA Tokyo, а в недавней утечке исходного кода GTA 5 игроки также нашли упоминание проекта с названием Tokyo для PS2. Можете ли вы что-то рассказать об этом? А может быть, вы знаете что-то о GTA Sin City и GTA Bogota, названия которых также были зарегистрированы в то время? Когда я был там, GTA Tokyo не находилась в серьезной разработке. Я предполагаю, что Rockstar в Нью-Йорке все время проводили мозговые штурмы и, возможно, регистрировали товарные знаки просто на всякий случай, чтобы в будущем можно было это использовать. То же самое касается Sin City и Bogota. Кстати, они используют Боготу на своей официальной странице в Твиттере. В шутку, разумеется. Вопрос про печально известный ход кофе. Дэвид Кушнер писал о том, что несмотря на деактивацию секс-контента в коде GTA San Andreas, Rockstar Games хотели в будущем выпустить официальный патч, активирующий откровенный контент в версии игры на ПК. По словам упомянутого мною журналиста, на эту тему между собой общались Сэм Хаузер и Лесли Бензис. Вам что-нибудь известно о таких планах? Планов активировать горячий кофе, по сути, не было. Изначально планировалось устроить секс-игру, когда CJ уединится с девушкой. На ранних этапах работы мы решили, что сексуальная сцена не вписывается в игру. Было решено, что мы это удалим. Часто, когда из игр удаляются какие-то вещи, технически они остаются, просто становятся недоступными. В случае с горячим кофе, к несчастью, в игре остались обнаженные модели персонажей, анимации и скрипты. Но они были недоступными, и потому мы считали их как бы удаленными. Обычно в общественном дискурсе о GTA редко затрагиваются такие интересные игры, как Liberty City Stories и Vice City Stories. Можете рассказать что-нибудь из своего опыта работы над ними? Я встречал ребят из Rockstar Leeds всего пару раз, когда они присоединились к Rockstar. Было очевидно, что они знали, что делали. Они выпустили несколько отличных игр серии GTA, но лично я не имел к этому особого отношения.
Недавно я попробовал проанализировать стелс в GTA San Andreas, используя остатки этой системы в некоторых миссиях и интерьерах, а также ранние снимки игры. У меня сложилось впечатление, что изначальная задумка предполагала возможность переходить в режим скрытности вне миссий и буквально по всей игровой карте, в зависимости от времени суток и появляющейся тени в тех или иных местах. Многие снимки из стратегического гайда, а также ваши слова из блога подтверждают, что система стелса была нестабильной. Полагаю, поэтому она была сокращена лишь до нескольких отдельных миссий и больше никак в игре не используется, как это было на самом деле. Для меня система скрытности символизирует нашу самоуверенность во время работы над Сан-Андреас. Изначально мы не должны были ее делать, сама система была добавлена довольно поздно в процессе разработки. Наверное, было бы лучше, если бы мы ее вообще не включали. И да, вы правы, стелс должен был работать на протяжении всей игры. Сейчас обращение к зрителям. Если хотите узнать немного подробнее об исследовании стелса, то приглашаю в 8-й выпуск рубрики «Какой была бета-версия GTA San Andreas?». Ну а пока вернемся к интервью. В вашем блоге были описаны некоторые подробности разработки первых игр GTA, а также GTA Trilogy и даже Manhunt, но почти без внимания осталась GTA 4. Не могли бы вы сейчас восполнить этот пробел и рассказать нам что-нибудь интересное? Для трилогии геймплей был самым важным элементом. Сюжет был на втором плане, а GTA 4, наоборот, была полностью посвящена сюжету. Нью-Йоркский офис Rockstar сперва определил персонажей и историю, а все остальное было спроектировано уже вокруг этого. Лично я предпочитаю трилогию и GTA 5, но для многих любимой является именно GTA 4. Полагаю, это дело вкуса. В GTA San Andreas на некоторых участках дорог игра значительно ограничивает скорость транспортного средства, в то время как на других участках игрок может на том же самом транспорте разогнаться до предельной скорости. С помощью этого вы и ваши коллеги хотели решить проблему стриминга? Напомню, что в своем блоге вы описывали подобную ситуацию на примере GTA 3. Забавно. Сам я могу только вспомнить, как настраивал такие зоны замедления в GTA 3. В более поздних играх система стриминга объектов была улучшена, и я не думал, что методы замедления нам еще понадобятся. Но, возможно, я ошибаюсь. Самолеты в Сан-Андреас вызывали некоторые проблемы, поскольку могли двигаться немного быстрее, чем автомобили. Поэтому мы сделали так, чтобы дороги не прогружались, если игрок находился выше определенной высоты. Интересный факт. Даже гидра не намного быстрее гоночной машины. В основном ощущение скорости дают звуки двигателя и различные визуальные эффекты, из-за которых гидра кажется очень быстрой. Немного отходя от интервью, мне стало интересно наглядно сравнить скорость гидры и какой-нибудь быстрой машины, и в итоге маршрут, который на реактивном истребителе преодолевается примерно за минуту, на скоростном автомобиле или мотоцикле на это уходит где-то на 25 секунд больше. Возвращаемся к вопросам. Как вы считаете, в чем был мотив создавать такую специфическую вещь, как Manhunt? Не поймите неправильно, я высоко ценю этот продукт, но интересно понять, что сподвигло команду придумать и реализовать такой заведомо резонансный проект. Существует мнение, что Manhunt был сделан якобы как ответ на все нападки в сторону GTA, будто таким образом разработчики, издатель хотели показать что-то по-настоящему жестокое, на фоне чего GTA будет казаться безобидной игрой. Мне это не кажется правдивым, но все же хочется услышать ваш комментарий. Разработка Manhunt стартовала одновременно с GTA 3, так что нет, это не ответ на критику GTA. С самого начала игра подразумевалась мрачно стилизованной, и всегда было ясно, что это будет игра с рейтингом 17+, чтобы она могла быть во всех смыслах более суровой, чем GTA. Но вообще, она не казалась такой жестокой, пока мы не ввели анимации для скрытых убийств. Бывало ли так, что у вашего офиса в Шотландии вас подстерегали фанаты GTA, или, может быть, противники GTA? Не-а. Кажется, была история, когда у нашего офиса расхаживал репортер, но мы просто воспользовались другим выходом. А вот около офиса Rockstar в Нью-Йорке было несколько демонстраций, но я не в курсе, насколько там все было плохо. Если бы у вас сейчас была возможность оказаться в 2000-х и дать совет самому себе и всей команде Rockstar North, что бы вы сказали? Оглядываясь назад на время, проведенное в Rockstar North, я не думаю, что мы допустили какие-то серьезные ошибки. Мы всегда старались внести что-то новое в любую игру, которую создавали. Главное, что мы сделали правильно, не довели себя до бессилия. Для многих было заманчивым увлечься одним проектом и затем чересчур усердно над ним работать. Я рад, что в итоге нас это не коснулось, потому что после прежнего проекта всегда есть новый. Во время работы над GTA 3 мы не знали, что игра будет настолько успешной. Думаю, было бы приятно тогда знать об этом. Спасибо за уделенное время и за ваши ответы. Всегда рад поговорить об играх.
Очень приятно получить обратную связь от талантливого разработчика наших любимых игр. Все-таки не каждый с таким уважением и теплом относится к сообществу фанатов. Я обязательно пришлю Обби ссылку на это видео, и мне кажется, будет очень здорово, если специально для него вы оставите комментарии не только на русском, но и на английском языке. Ему наверняка будет приятно это прочитать. Ну и конечно, буду рад вашим пальцем вверх под этим видео и подписке на мой канал с включением всех уведомлений. Кто знает, может позже здесь появится новая порция такого эксклюзива. На связи был Александр Поляк. До встречи!